Эта ужасная и душераздирающая история произошла в небольшом городе. Героями данной истории являются мачеха Виктория и ее пасынок по имени Антон. С Антоном в детстве произошла трагическая история, и он до конца своей жизни остался прикованным к инвалидной коляске. Антон жил со своим отцом и мачехой. Родная мать ушла от мужа после трагической истории с Антоном и свалила тяжкое бремя на плечи мужа. Мужчина долгое время воспитывал сына в полном одиночестве, лишь изредка помогали его родители. Но в один день он повстречал женщину, ей оказалась та самая Виктория, у них закрутился роман, и вскоре они поженились. Ее все устраивало, она любила своего нового мужа и хорошо относилась к мальчику-инвалиду. Муж был на 7-м небе от счастья, наконец-то он нашел ту самую, для которой ребенок-инвалид не являлся преградой. Она постоянно заботилась о ребенке, ухаживала за ним, как за собственным сыном. Антон тоже проявлял к Виктории уважение и относился к ней, как к родному человеку. Но такое отношение продлилось недолго, Виктория стала хуже и хуже относиться к мальчику, она считала его обузой и думала, что он мешает их счастливой семейной жизни. Она хотела завести своих детей, но муж ей постоянно твердил, что у них и так хватает забот с Антоном, и второй ребенок в семье пока не нужен. Она очень злилась на мужа, а больше всего она возненавидела Антона за то, что он мешает им построить настоящую семью. И вот в один момент она не выдержала. Пока муж был в командировке, она решила пойти на отчаянные меры. Она придумала гениальный план — отнести ребенка вглубь леса и оставить его там умирать. Под предлогом прогулки она взяла Антона, и они отправились на автомобиле в ближайший лес. После того, как они приехали на нужное место, мачеха оставила своего парализованного пасынка в глухом лесу. Ее сердце было полно злобы и ненависти к этому мальчику, который никогда не смог бы стать настоящим сыном для нее. Она подумала, что его исчезновение станет хорошим знаком для его отца, и он будет отдавать свою любовь только ей. После того, как Виктория оставила Антона, она села в машину и уехала домой. Мальчик, беспомощный и одинокий, сидел на инвалидной коляске в глубине леса. Его глаза наполнились слезами, и он начал паниковать. Виктория надеялась, что его найдут дикие животные или что он умрет от обезвоживания. Но у судьбы на него были другие планы. Прошло уже около часа, и мальчик понимал, что, скорее всего, за ним уже никто не придет. Он уже смирился со своей участью, как вдруг услышал треск веток из-за спины. Обернувшись назад, он увидел огромного медведя, который, видимо, пришел на запах человека. Мальчик начал паниковать еще больше, ведь смерть от лап медведя еще более ужаснее, чем смерть от истощения. Но вместо того, чтобы атаковать или убежать, медведь подошел ближе и осторожно понюхал ребенка. В его глазах было видно сострадание и понимание. Он понял, что этот мальчик нуждается в защите. Так начался необычный день для медведя и мальчика. Зверь оставался рядом с мальчиком, не отходя ни на шаг. Он стал его сторожем и оберегал его от любой опасности, которая могла подстерегать их в лесу. Таким образом, мальчик провел весь день, ожидая помощи от неравнодушных людей. Он понимал, что находится в глубине леса, и, скорее всего, тут не ходят люди, но надежда все равно не утихала в его глазах. Как оказалось, недалеко от этого места живет одинокий старик. После смерти своей любимой жены он оставил свою квартиру в городе и перебрался жить в лес, поближе к природе. Вечером старик решил прогуляться по окрестностям и заодно собрать себе веток и щепок для растопки бани. Он пробирался мимо зарослей, как вдруг его взгляд упал на мальчика на инвалидной коляске, который сидел в полном одиночестве. Увидев его одного в таком отдаленном месте, он понял, что что-то не так, и решил проверить, что происходит. Когда он направился к мальчику, чтобы помочь, то из кустов вышел злобный медведь и стал рычать на старика. Но, поняв добрые намерения незнакомца, медведь развернулся и растворился в лесной чаще.
Лесник был потрясен, увидев, что мальчик был оставлен в таком состоянии в этом опасном месте. Антон стал рассказывать, что таким образом от него решила избавиться мачеха, что она отвела его в лес и уехала. После данного рассказа старик отвел мальчика к себе в домик, там он его накормил, напоил теплым молоком и связался со службой спасения. На следующее утро старик услышал стук в дверь, это была полиция, они взяли показания у старика и забрали Антона. Мальчик был спасен благодаря внимательности лесника и заботе медведя. Вскоре после этого его приемную маму задержали. Отец прилетел с командировки на следующее утро, он не мог поверить, что Виктория могла так поступить с Антоном. После данного инцидента он разорвал все связи с ней и с ее родными, он выкинул все ее вещи из дома и навсегда вычеркнул ее из своей жизни. Мачеха предстала перед судом и была обвинена в покушении на убийство своего пасынка. Судебный процесс был долгим и мучительным для всех, замешанных в этом деле. Мачеха была признана виновной и приговорена к тюремному заключению. Отец Антона, в свою очередь, винил себя за случившееся, он долго переживал, но его родители помогли ему прожить данный период жизни. И теперь они живут счастливо, а также иногда навещают старика в лесу, который спас жизнь Антону. А также мальчик не забывает того медведя, который не стал его трогать, и, благодаря такому счастливому стечению обстоятельств, он остался жив. Эта история стала символом силы и выносливости, а также примером того, что даже в самых темных местах мира есть доброта и сострадание. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.